Многие садоводы уверены в том, что наиболее обильно и долго способны цвести только однолетники. Отчасти они правы. Но есть цветы, которые вам не потребуется каждый год высевать или выращивать рассадным путем, а вместе с тем своей красотой, обилием соцветий и продолжительностью цветения они могут посоперничать со многими однолетними культурами. Более того, среди подобных многолетников есть немало совершенно неприхотливых экземпляров, справиться с которыми под силу даже начинающим цветоводам. Именно о таком малоуходном растении, которое способно эффектно, обильно и долго цвести, я сегодня и хочу рассказать. Называется оно гаура. Это неприхотливый и непрерывно цветущий многолетник, с помощью которого легко украсить свой сад или террасу на весь сезон, вплоть до прихода морозов. В роду этого интересного, но пока еще малоизвестного для широкого круга садоводов растения насчитывается около 25 видов. Большинство из них в диком виде произрастает на территории Северной Америки. Что касается садов средней полосы, то там чаще всего выращивают гауру линдхеймера. Кстати, если вы уже выращиваете это растение, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я всегда благодарна всем вашим комментариям, советам и лайкам. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Среди гауры встречается много разных высокодекоративных сортов, и каждый из них характеризуется своей ненавязчивой, нежной красотой, ажурностью и даже легкостью и воздушностью. Такое растение удачно вписывается в любой садовый ландшафт. Сорта гауры отличаются своими размерами и цветовой гаммой не только цветов, но и листвы. Этот неприхотливый травянистый многолетник отлично подойдет для оформления пышного цветочного бордюра, садовых дорожек, для украшения террас, клумб и цветников. Из кустов гауры можно создать красивый воздушный фон для других садовых растений. Ее нежные мелкие цветы отлично сочетаются со многими декоративно-лиственными цветочными культурами. Посадив это изысканное и вместе с тем неприхотливое растение, вы окружите себя настоящими фейерверками из очаровательных цветов, которые многие сравнивают с порхающими мотыльками. Многочисленные тонкие стебли гауры растут буквально из корневища. Ее кусты имеют довольно широкую раскидистую крону, поэтому для крупных экземпляров, которые могут достигать высоты более метра, лучше сразу выбирать просторное место. Так как у этого многолетника мощные длинные стержневые корни, пересадка кустов нежелательна. Веточки гауры тонкие, но жесткие, темного пурпурно-коричневого цвета. Листва мелкая, удлиненная и в основном расположена только на нижней части побегов. Цвет листьев, в зависимости от сорта, может быть разным. Очень красивые сорта с пестрой или насыщенно пурпурной листвой и розовыми соцветиями. Хотя среди этого многолетника есть весьма очаровательные сорта и с белыми цветками. Каждый цветочек составляют в диаметре примерно 2,5 см. Их невероятно большое количество со стороны напоминает суетливую стайку порхающих бабочек, кружащихся над кустами. Гаура придает саду легкую ажурность и элегантность, видом которой можно любоваться бесконечно долго. Кстати, гаура отлично подходит для контейнерного выращивания. Правда, для ее раскидистых кустов потребуются объемные горшки. Эти цветы легко украсят не только ваш сад, но и придомовую территорию, а также террасу или ваш балкон, причем в течение всего сезона. Гаура заканчивает цвести с приходом устойчивых осенних заморозков. Контейнерное выращивание особо удобно для садоводов северных регионов, которые с приходом морозов могут занести растения на зимовку в прохладный подвал или погреб. Хотя в средней полосе гаура линдхеймера способна переносить морозы до минус 23-30 градусов. Кустики также можно на зиму высоко замульчировать или укрыть основание еловым лапником. В основном же гаура совершенно неприхотлива в уходе и с каждым годом все больше набирает популярность среди садоводов и ландшафтных дизайнеров. Ее очаровательные колосовидные соцветия распускаются снизу вверх и радуют своим неустанным цветением с начала лета и до самых стойких холодов. А двулетние или трехлетние кустики могут порадовать своими ароматными цветами уже с весны. Если после бурного цветения в конце лета ее кустики подстричь примерно на 1/3 часть, то они начнут активно наращивать молодые побеги с
с множеством пурпурных бутонов. Стоит отметить, что этот многолетник способен давать свой самосев, что также во многом выручает. Например, если ваше растение не смогло пережить суровую или малоснежную зиму. Выбирать место для посадки гауры лучше самое солнечное, избегая низин, подтопляемых участков и там, где могут скапливаться талые воды. Этот засухоустойчивый многолетник не терпит переувлажнения. Переизбыток почвенной влаги для гауры недопустим. Растения высаживают в рыхлый грунт нейтральной реакции. При посадке в контейнеры обязательно укладывают на дно хороший слой дренажа. Кстати, некоторые садоводы ошибочно считают, что гаура у них не выживает из-за холодного климата, хотя чаще всего кустики погибают по причине вымокания. Поэтому не высаживайте этот многолетник в низинах, а также в тяжелую суглинистую почву. А вот слишком плодородная земля с внесением большого количества органики или азотсодержащих удобрений, наоборот, негативно скажется на цветении. Учитывайте также, что в притененных местах гаура также не станет обильно цвести. Более того, в тени ее побеги будут сильно вытягиваться, а сам куст разваливаться в разные стороны. Если поискать в интернете информацию о зимостойкости гауры, то вы везде найдете разную информацию. Одно точно можно сказать, что самой выносливой и зимостойкой считается гаура Линдхеймера. Она неплохо зимует в 5-й климатической зоне, хотя кустики на зиму стоит укрыть слоем мульчи или листовым опадом. В регионах с более мягким климатом этого не потребуется, но стоит следить за скоплением талых вод. Тем, у кого на участке высокое залегание грунтовых вод, гауру проще выращивать в контейнере, который на зиму можно занести в темное, прохладное помещение. Если вы решились обзавестись этим очаровательным и долгоцветущим растением, советую обратить внимание на следующие интересные сорта, которые удивят вас своим обилием ароматных цветов, пышностью и трепетным видом. Например, гаура Whirling Butterflies, что в переводе означает «порхающие бабочки», вырастает раскидистым, словно брызги фонтана кустом, который достигает высоту 80-90 см. Цветение этого сорта начинается с июня и длится до октября. Его многочисленные цветочки, словно белорозовые мотыльки, непрерывно раскрываются в верхней части тонких побегов. Не менее красива гаура Graceful White. У нее более компактная пышная крона, высотой около 40 см. Листья этого сорта удлиненные, насыщенно зеленого цвета. С весны они имеют бордовую кайму и красиво сочетаются с нежными белыми цветами. Данный сорт привлекателен еще и тем, что на кустах одновременно распускаются светлые соцветия и завязываются рубиновые бутоны. Концы изящных стеблей также окрашены в темно-красные оттенки, что смотрится очень эффектно. Начало цветения этой гауры в июне, а окончание с приходом устойчивых осенних заморозков. Ко всем своим достоинствам этот сорт самоочищающийся, то есть он самостоятельно сбрасывает свои отцветшие цветки. Graceful White выдерживает понижение температуры до минус 25-30 градусов. Вот гаура сорта Crimson Butterfly отличается от других своей выразительной бордово-зеленой листвой, на фоне которой эффектно выделяются ярко-розовые цветы. Кусты этого сорта невысокие, не более 60 см. Такими растениями можно украсить передний план клумб и цветников. Они также подходят для контейнерного выращивания. Этот высокодекоративный сорт вполне сможет стать ярким акцентом в вашем саду, преобразить вид террасы и придомовой территории. Но стоит учесть, что его зимостойкость немного ниже, чем у других сортов, и достигает пределов до минус 23-25 градусов. Если вы стремитесь украсить свой участок на весь сезон неприхотливыми засухоустойчивыми многолетниками, которые способны непрерывно радовать вас нежными, ароматными цветами, обратите внимание на гауру. С этой культурой справятся даже начинающие и неопытные садоводы. Хочу отметить, что подобные растения идеально подходят для создания малоуходных садов и ландшафтов в природном луговом стиле. А если для вас эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.